Всем доброе утречко. Неделя влогов, день 7, последний. Я проснулась, время 8:25. Ночью просыпалась, у меня была температура, в общем, я пила лекарства. Сейчас быстренько на пару вопросов отвечу и начнем наш день. Ольга, здравствуйте. Хотела спросить, София учится в школе для девочек или с мальчиками тоже? Просто слышала, что в Корее в основном мальчики и девочки учатся раздельно. Нет, конечно, это не так. Во всех абсолютно государственных школах мальчики и девочки учатся вместе. А в Корее в основном государственные школы, частных очень мало. Я слышала, да, что есть такая какая-то школа, где учатся раздельно. Но, если честно, не сталкивалась с этим ни разу. Ольга, хотела спросить, а правда, что в Корее комендантский час для несовершеннолетних после 10? Где вы такое берете? Я вообще первый раз такое слышу. Дети из дополнительных своих хагвонов возвращаются в полночь. И маленькие, всякие разные. Поэтому нет, конечно, нет. Здравствуйте, Ольга. Вот вы каждый день пьете кофе, а он, как известно, плохо для кожи. И вот вопрос, почему ваша кожа очень даже хорошая? Кто сказал, что кофе плохо для кожи? Это неправда. Если кто-то такой ляпнул, то это точно не доказано, друзья. Кофе, если это хороший кофе, нерастворимый там вот из баночки, то никакого вреда в кофе нет. Только пить его нужно, конечно, умеренно, не очень много. Младший сын у меня учится в магистратуре на факультете компьютерных технологий, мечтает уехать из России, не любит хаос и неорганизованность. Возможно ли простому парню самому приехать в Корею, найти работу, применить свои знания, В общем, друзья, если высшее образование, еще и компьютерные технологии, я думаю, вообще все дороги открыты. Япония, Корея просто с удовольствием берет таких людей. Язык не важно, если есть английский, например, какой-то базовый язык, то вообще без проблем. Друзья, меня ночью так колбасило, я так сильно потела, с меня, наверное, 10 литров пота вылилось. Сейчас нужно сменить постельное белье. Вообще я обожаю, друзья, болеть. Очень люблю, потому что когда я болею, у меня пропадает аппетит, я теряю лишний вес, и щечки куда-то уходят. В общем, болеть для меня это за счастье. Самая лучшая диета. Хотите похудеть? Заболейте. Шучу, никогда не повторяйте, блин. Не принимайте всерьез мой стёб. Для меня это действительно хорошо, но вам я не советую болеть, конечно. Друзья, на завтрак у меня, как всегда, кофе. И я купила вот такие вот орешки и всякие сухофрукты. На 1 месяц вот такая коробка продается. Там разные есть мешочки, они по цвету разные. И у них разный состав. Вот в этом мешочке вот такой состав. В этом вот такой. Короче, они все разные. Здесь вот такой. Вот такой еще есть. Крутой. Я вот этот вот хочу сегодня. Тут фундук, китайский финик, амонды опять-таки и семечки. А вообще вот перечислено все, что здесь есть. Вот видите? Даже лентинкон есть, ничего себе. В общем, это такой супер завтрак, суперфуд. Очень удобно, он на месяц, 28 пакетиков. И стоит 20 тысяч вон или где-то $16 примерно. И еще я взяла вот такие вот стики из батата сушеного, вяленого. Это просто вяленый батат, 100%, без каких-либо добавок. В общем, это тоже очень полезная, вкусная и удобная штука. Очень удобно в Корее, что все вот так расфасовано на все случаи жизни. И это очень круто, мне это очень нравится. Ангелина захотела, друзья, вот такую кашу. Это можно назвать ризотто рисовым. Это каша на мясном бульоне с мясом, с овощами. Корейцы вообще не знают, что такое каша на молоке. Ее не существует в Корее. И от одной мысли у них, что рис можно приготовить на молоке, у них такое лицо сразу становится, как будто им дохлую мышь предложили съесть. Ирива? Анджелина? Полива?
Так как здесь, друзья, есть и мясо, и грибы, и овощи всякие разные. В принципе, можно в прикуску ничего не давать. Панчан 뭐 먹을래? 오이 줄까? 오이? 토마토? Приятного аппетита. Ты что, в одеяло закуталась, 40 градусов жары? Ешь. Удобно кашу, она ее сама ест без проблем. Ни косточек нет, ни ничего. Все, друзья, позавтракала. Сейчас пойду устранять последствия урагана. Нужно поставить металлическую вот такую вот палку новую. Сейчас сначала развешаю белье, которое у меня достиралось. Из этой сломанной палки сейчас нужно достать вот этот крючок и вставить его вот в эту целую палку. Хорошо, что я тогда купила 4, одна запасная была. Все, друзья, последствия урагана в принципе устранены. Единственное, конечно, вот эти металлические палки, их нужно заменить на что-то более прочное, потому что они не выдерживают такой нагрузки, когда ветер дует, они гнутся, ломаются, в общем, что попало. Нужны другие палки. А я купила еще вот такие большие длинные палочки для подвязки помидор. Сейчас буду вот подвязывать, потому что они вообще непонятно уже. Все сплелись, ни на что не похожи. Друзья, сейчас буду здесь на первом этаже тоже подвязывать помидоры. Купила специально вот такую вот веревочку. Купила палки вот такие огромные с мой рост. Еще купила, знаете что? Свеклу, семена посажу, и морковку, а то чего-то не хватает. И еще, друзья, купила самое главное — косу. Друзья, а коса-то, оказывается, это как удобно. Видите, там вот где у меня камни были, он там не достал этой косилкой. Ну, боялся обрезать мои растения. Я теперь самая счастливая дачница, у меня есть коса. Матрица моя готова. Смотрите, подвязала как. Протянула вот так вот леску. Все подвязала. Это у меня дыня, это у меня огурец. Смотрите, какой корейский огурец уже большой. Скоро можно будет его есть. Там помидоры большие. Эту редиску, друзья, вы посоветовали мне на семена оставить. Она как дурында выросла огромная, и я понять не могу, где у нее семена. Вот, я так понимаю, вот это, наверное, семена, и когда и как их собирать, напишите, пожалуйста. Я не знаю, сейчас их срывать или подождать, когда они засохнут. В общем, редиска на семена у меня 2 куста. Этот цукини уже, смотрите, на сакуру полез. Смотрите, какой уже большой цукини. Неужели у меня что-то выросло? Я не могу в это поверить. Друзья, первый раз в жизни. То есть у нас дача-то всегда была, но мы сами-то дети никогда ничего не садили, не сажали. Вот. Поэтому для меня это первый опыт, и я так счастлива. У меня что-то растет. Время сейчас, наверное, часа 4 уже. Соня проснулась и говорит: «Маманя, жрать хочу». Хочет мясо. Наверное, мы сейчас пойдем куда-нибудь мясо пожарим в ресторанчик куда-нибудь. Вот сюда я натыкала морковку, сюда натыкала свеклу. Не знаю, что вырастет, не вырастет, но семена забросила. Будет очень интересно, если даже это вырастет. Соня, пошли жрать. 이거 뭐야? 안 지나선 거야? 들어가지 마세요. 이거는 경고. 왜? 아니야. 안젤리나 쓴 거잖아. 언니가 똥 싸 손으로 오지. 아니야 이거. 아니야. 냄새 나서 그래? 아니. 아 짜증나. 똥 싸는데 변기가 막혀서. 진짜? 어메. 가자. 밥 먹으러 가자. 이거 복수할 거야. 나중에 똑같이 어떻게 되는지. 끝이야 이거.
Необходимое обмундирование. Всем по масочке. Без масочки из дома выходить нельзя. Друзья, я вообще себя отлично уже чувствую. Я пропила эти лекарства, и они мне помогли. Значит, у меня нифига не корона. Просто продула кондиционером. Когда был ураган, мы с мужем на улице все это снимали, все эти навесы, и промокли насквозь. Потом зашли домой, нас обдало кондиционером, и я простыла. Друзья, Соня меня так и переросла. Она где-то сейчас 65 сантиметров ростом, а весом... Ни за что не признается, ни за что не скажет, сколько она весит, потому что в любом случае больше, чем ей хотелось бы. Какой самокат, Ангелина, мы есть идем? А крокодила зачем? Даже телефон не взяла? 핸드폰 안 가져왔어? 아니 내가 이번 저번 주 목요일 날 원래 학교 가는 날이 아닌데 뭐 영어 그거 시험을 봐야 돼가지고 학교를 갔거든. 근데 그때 그 시험 20분 한 번만 보고 집에 오는 거라서 나는 당연히 애들이 다 교복을 안 입고 이런 옷 입잖아. 이런 옷을 입을 줄 알고 난 이렇게 입고 갔어. 애들이 다 교복 입었는데 나만 이렇게 입고 간 거야. 그럼 뭐라고 했어? 청바지야. 찢어진 거. 청바지. 선생님이 너 혹시 오늘 클럽 가니? Ресторан находится прямо рядом с нашим домом, но он новый, мы здесь еще ни разу не были. Только вот открылся. 따다당. 야, 여기 주차해. 여기 주차하고 들어와. 안녕하세요. 네. Как интересно, нам воду принесли в бутылочках. Друзья, только посмотрите, сколько здесь диетической еды. Всякие разные салаты, овощи, морская капуста, водоросли. Это салат из тыквы. Тут просто тыква, такая мятая, с чем-то перемешанная. Ангелина обожает этот салат из тыквы. И фунчоза с грибами, с овощами, чапче, квашеная редька, кимчи из редьки и капусты. Белая, не острая. А 이것도 김치야. Там у нас маринованный чесночок и какие-то листья. По-моему, это листья тыквы. Тыквенные листья в Корее тоже едят. Очень вкусно и полезно. Ангелина припала на фунчозу, говорит, такая вкусная, такая вкусная. Все съела одна, короче. Как будто 3 дня ребенка не кормили. Кашу ела недавно. 진짜 맛있어. 고기도 먹어요. Софье принесли еще твинджанчиге, суп из соевой пасты, рис. Не позорь меня. Чем меньше. 왜 저래 진짜. 누구세요? 네? 그렇게 배고팠어? 불쌍해라. 어떡해. Так, это я Ангелине приготовила. Рис с мясом. Ангелина и мясо уминает за обе щеки. Говорит, все вкусно, очень-очень вкусно. Я, друзья, съела один кусочек. Если честно, для меня сладковато немножко. Я не люблю сладковатое мясо.
А детям очень нравится сладкое, именно сладкое. 맛있어 고기? Вот так, друзья, это естся все. Все мои подписчики, когда приедут в Корею, они уже будут профессионалы. Будут есть как корейцы. 오, 멋진 제니. 웬일이야, 안젤리나. 언제부터 이렇게 인사 잘해? 이야, 멋있다. 네, 안녕히 계세요. Прочитав ваши все комментарии, хотелось бы кое-что уточнить. Что касается гимнастики, девчонки возмутились, что я сказала, что якобы в России несерьезно к гимнастике относятся. На самом деле, я просто, наверное, как-то неправильно выразилась, или вы неправильно поняли. Я не скажу, что в России относятся к гимнастике не так серьезно. Просто в Корее с 5 лет начинают прям очень серьезно и очень подолгу заниматься. А в России, когда ты еще не профессионально занимаешься спортом, ты занимаешься там примерно час-два. Я это знаю, потому что София занималась в России гимнастикой в Воронеже. Я прекрасно знаю, что гимнастика в России самая лучшая. Это даже вообще не оспаривается. Я в гимнастике столько лет, друзья, варилась. Я все прекрасно знаю. Гимнастика в России лучшая, и российских специалистов, тренеров приглашают в Корею. И у меня даже есть подруга Алена, тренер из России. В общем, я всю эту кашу знаю очень и очень хорошо. Вот. И Алена сказала, что даже когда профессионально начинают заниматься спортом, здесь будет не просто фонтан, а вот такая детская водная площадка. Видите, уже устанавливают. Ой, Ангелиночки, не скоро счастье-то будет. В общем, моя подруга Алена, тренер, мне рассказывала, что в России действительно занимаются меньше часов, даже профессионально, когда начинают заниматься спортом. Но эти тренировки, они более продуктивные. В Корее же просто дети находятся очень длительное время на тренировке, а толку в этом, конечно, есть толк. Корейцы тоже молодцы в гимнастике сейчас. Не без помощи, конечно, русских тренеров. Поэтому не нужно обижаться, друзья. Я ни в коем случае не хотела умалить заслуг российской гимнастики. Сама восхищаюсь, и это действительно русский чисто спорт, и ни одна страна больше это не сможет повторить, скорее всего. Нужно как-то еще больше думать о том, как я излагаю свои мысли. И так подбираю каждое слово, стараюсь, чтобы не сказать что-то лишнее. Вроде говорю все корректно, но получается, что все равно какое-то недопонимание получается. Что-то ляпнула, и многие обиделись. Вот, друзья, в следующий раз не обижайтесь, не пишите там гадости всякие. А то мне приписали уже ненависть там к России из-за этой гимнастики. В общем, полный трешак. В следующий раз просто подумайте, что вы могли что-то не так понять. Да, кстати, я баню всегда и всех, кто приписывает мне какую-то ненависть к России. Мне это неприятно, я баню таких людей. Я любую могу критику в свой адрес переварить, но когда мне реально приписывают всякую хрень, меня это бесит, раздражает, я баню таких людей. Причем это в агрессивной такой форме пишется, что типа, конечно, Корея такая шикарная, в России все говно. Это вообще, у меня даже слов нету. Я Россию люблю, я презираю ту власть, которая Россией управляет. Тот режим. Сегодня, кстати, утром меня муж встретил таким смехом. Я такая, ты чего? Он, да я про Путина, говорит, дрожу. Я говорю, что, про поправки, про эти? Короче, вся Корея сейчас глумится из-за поправок в Конституцию. Вообще, Корея всегда остается в стороне, как правило, от мировых каких-то проблем. Ее это мало касается, она больше своими проблемами увлечена, нежели зарубежными. Но здесь даже корейцы не выдержали. В России творится полный трешак, друзья. И если можете валить, то лучше валите сейчас, если вы молодые, перспективные, если у вас есть возможность свалить. Валите! Ничего хорошего с этим режимом не ждет Россию. Этот режим, походу, теперь все будет навсегда.
Друзья, когда я говорю «Россия», вы должны понимать, что я не имею в виду, конечно же, только Россию, а имею в виду большинство постсоветских стран, таких же, как Казахстан. В Казахстане вообще полная разруха. Когда я последний раз там была, я была просто в шоке. Я снимала очень нелицеприятных много видео, но у себя на канале не выкладывала, так как просто, я не знаю, меня смотрят очень много людей из Казахстана. Я просто пожалела вашу психику, наверное, хотя зря, наверное, нужно было все это выложить. Это касается вообще очень многих стран. В Беларуси, посмотрите, сейчас беспорядки, потому что люди все-таки начинают понимать, до людей начинает доходить, что творится в странах в этих. И я очень хочу, чтобы мои подписчики, меня смотрят молодые люди, в основном молодежь. Я очень хочу, чтобы вы не стеснялись интересоваться политикой. Политика — это не для каких-то дяденек брюхатых, модных в пиджаках. Политика — это все, что вас окружает. Вот все, что вас волнует, все, что вас касается каждый божий день, это все политика. Я хочу, чтобы вы понимали, что к вашему мнению обязаны прислушиваться. Политика — это только инструмент для того, чтобы вы управляли своим будущим, управляли своей жизнью. Отношение к политике в России, постсоветских странах, оно очень странное. Оно очень странное. Мне несколько раз писали в комментариях: «Ой, снимаешь там про своих детей и не лезь в политику. Зачем ты туда лезешь?» Каман. Как будто политика — это какое-то абстрактное понятие. Все, что творится в Корее, все, что в России творится, это все политика, все, что нас окружает. Не устраивает вас система образования ваша, не устраивает вас система здравоохранения, не устраивает, я не знаю, там, инфраструктура. Это все политика, вы должны высказывать свое мнение, и его обязаны услышать. Вы должны прийти и проголосовать за того, кто вас услышит. Но в России этого права лишились, опять, насколько там хрен знает сколько лет. Просто на людей положили большой вот такой вот, забили болт. И, я не знаю, интернет как-то скромненько молчит об этом в последнее время, от чего я в шоке. Даже те блогеры оппозиционные, которых я смотрела когда-то, они меня разочаровали, потому что просто вот так проглотили. Ну, поправки, подумаешь, нас опять наебали. Какая малость вообще. Я не знаю, в последнее время у меня складывается впечатление, что блогеры якобы оппозиционные, да, которые на Ютубе сейчас российские, ну не только российские, там украинские, всякие разные, казахстанские, они все ангажированы государством, то есть им говорят: вы можете так оппозиционно что-то нас хаять, но только вот столечко, вот только немножечко, чтобы не перегибать линию, как бы, да, чтобы люди не взбунтовались, чтобы люди там не пошли на протесты и прочую вот такую вот хрень. Вот у меня такое реально ощущение, я не могу с ним ничего поделать, потому что серьезно так не делается. Какие-то дебаты, да, вот этого Навального, там, я не знаю, с другими оппозиционерами, типа Каца. Это все такой цирк, это все настолько непрофессионально, это все настолько смешно, что, ну, так со стороны смотришь на это и думаешь: ну, реально, это не просто так. Наверное, это не просто так, это кому-то выгодно. В общем, если раньше у меня были какие-то еще надежды на то, что что-то может измениться в наших странах, да, постсоветских, то сейчас какие-то последние надежды умирают, даже какие-то блогеры оппозиционные, они совсем не оппозиционные. Те люди, которые, казалось бы, должны быть профессионалами, они совсем далеко не профессионалы, и становится просто страшно, и хочется просто сказать вам: хотите жить нормально, просто уёбывайте с этой страны, просто линяйте оттуда, потому что с этой страны, опять же, я так говорю, не только про Россию, я говорю про Казахстан, про Украину, про Беларусь. Мне кажется, пройдет еще 100 лет, и там ничего не изменится. Уже предчувствую, как сейчас посыпятся комментарии: уехала же и живи себе спокойно, что тебя так волнует судьба стран, в которых мы живем. Друзья, волнует, и я ничего не могу с этим поделать. Я не знаю, ну я неравнодушна, мне больно на это смотреть. Я очень люблю, повторюсь, и Россию. Вообще, я родилась в Советском Союзе, весь Советский Союз я люблю, потому что я выросла на этой культуре, на этих фильмах, на этих мультиках, на этих книгах, на всем вот этом вот я выросла.
И мне не все равно, у меня там вся семья живет, и сестры, и братья, и родители, и сама я с удовольствием туда летаю, и я очень люблю свою родину, и Россию, и Украину обожаю, мечтаю туда поехать. Но меня почему-то всегда раздражала несправедливость. Вот она мне прям покоя не дает. Я считаю, что наши страны достойны жить не хуже, чем Корея, а может быть даже и лучше, потому что это очень богатые страны, там очень много полезных ископаемых. Наши люди не глупые, несмотря на то, что на протяжении многих лет уничтожалась вот эта вот система образования, все равно у нас есть гениальные люди. У наших стран есть, в принципе, огромный потенциал для развития, но кому-то это невыгодно. И этот потенциал, его как бы подавляют, ему не дают развиваться. Это несправедливо, и это меня бесит, и я буду всегда высказывать свое мнение на этот счет, и не нравится. Кому не нравится, можете отписаться. Как бы там ни было, я вас всех очень люблю, моих подписчиков. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вы вообще никогда не задумывались о политике, что, скорее всего, меня смотрят в основном совсем молодые люди. Просто пишите, что вы об этом думаете. Я буду с удовольствием читать ваши комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. В общем, обнимаю вас и до новых встреч. Пока.